В Лондоне продолжаются заключительные слушания по делу о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Накануне мы давали трансляцию представителя лондонской полиции, который опровергал показания, данные Ковтуном и Луговым. А сегодня судьи заслушают юриста семьи Литвиненко Бена Эмерсона и представителя следствия Робина Тамма. Давайте послушаем, что сейчас говорят в зале суда. We knew that they had obstructed effective forensic tests on some of the planes that the two men traveled on. Сейчас юрист говорит о том, что они, мы уточним кто, препятствовали рассмотрению доказательств, полученных патологоанатомическим путем, и создавали всяческие препятствия для расследования. We knew that attempts to interview the two men in Moscow had been obstructed by Russian. Да, это касается, конечно же, Лугового и Ковтуна. Представитель семьи говорит о том, что мы пытались сделать все возможное, чтобы допросить их в Москве, но они отказывались от этого. И показания, которые они дали, были неверно переведены, плохо интерпретированы и являются некачественными. Мы также знаем, что Россия отказала в экстрадиции этих двух человек для проведения следственных действий в Великобритании. И Луговой обладает иммунитетом от преследования в России. That their personal and political fortunes over the past decade could only be the result of them having been given a wall of protection. И также мы знаем о том, что их развивавшаяся в течение многих лет карьера в России связана была с тем, что в России их абсолютно защитили от любых видов преследования, окружили их стеной от возможных преследований. In a carefully coordinated charade designed to spin the pretense that he had an answer to the charge. И они делают все возможное, чтобы уклониться от вопросов судьи. Would have provided very public confirmation of Russian state complicity in Mr. Litvinenko's murder. И мы хотели бы узнать мнение российского государства по поводу смерти Литвиненко. In the first place. So whilst many of us were convinced that Kovtun's actions were Kremlin-sponsored, мы абсолютно убеждены, что действия Ковтуна в убийстве Литвиненко были спонсированы Кремлем. Was that this was some sort of attempt to manipulate the proceedings. И также мы видим, что со стороны Кремля идет манипуляция ходом расследования. Манипуляция осуществляется двумя убийцами, дословная цитата, и их кремлевскими хозяевами. At the inquest, instructed solicitors and counsel privately to represent him, and then pulled out on. Они нанимали в частном порядке адвокатов, которые вмешивались в ход расследования и отставили точку зрения. We started to see a process of increasingly frequent saber rattling. With hostile statements from the Russian embassy. Мы постоянно сталкивались в ходе нашего расследования с очень жесткими и недружелюбными заявлениями со стороны российского посольства, касающихся расследования, что говорит о том, что Россия как государство является заинтересованной стороной в расследовании и пытается превратить это в юридический фарс. By the time Kovtun made his last-minute approach, just as we were expecting the inquiry to come to an end, И в последних показаниях Ковтуна
a sustained public campaign designed to Чувствуется, undermine что the он inquiry, развернул and the публичную conclusions кампанию, they fear you will которая reach. была инженерирована его On the хозяевами. 20th of March, Victor Ivanov, 20 the man марта, identified during the evidence as a key figure марта Виктор Иванов in the corrupt идентифицирован symbiosis that exists between the Kremlin and коррупции, Russian organized crime. увлеченный в коррупции свидетельскими Used the press показаниями. conference to attack the inquiry. На пресс-конференции атаковал расследование. Of his shady criminal associations, he described the inquiry as nothing more И несмотря на то, что он был увлечен в теневых коррупционных сделках, он нападал на следствие. at senior Russian officials such as himself. And this Так же, как и другие высокопоставленные российские чиновники. to approach the inquiry to offer to give evidence. Вместо того, чтобы давать показания. Most telling of all, on the 9th of March of this year, 9 марта этого года, just as the inquiry was hearing damning testimony proving Lugovoy's involvement in the murder, были рассмотрены свидетельства о участии Лугового в этом убийстве. in a carefully timed gesture of pointed defiance, awarded Lugovoy that Medal of Honor for services to the motherland. Но Луговой отказывается участвовать в расследовании. The timing of that award simply cannot have been coincidental. It is inconceivable that Putin was unaware of the inquiry И невозможно представить себе, что Луговой не знал о ходе расследования, о том, что оно ведется, on the international stage. и что это факт широко известен международной общественности. To make what he no doubt imagined was a menacing gesture of support for Lugovoy. И государство явно оказывает угрожающую для нас поддержку Луговому. Understand the message behind the award. That Он был Putin награжден. continues to stand shoulder to shoulder with his henchman and executioner. Палача прикрывает государство, оно стоит плечо к плечу с государством. The president of the Russian Federation Президент Российской Федерации set about proving the very connection he is trying so hard to conceal. имеет связи с этими организаторами, и сейчас он Despite пытается это his скрыть. generally cautious approach, was quite clear in his view that this medal was intended by Putin to be seen as a public reward to Lugovoy. И медаль, которая бы награжден от лица президента Луговой, является прямым свидетельством этого. It was a crass and clumsy gesture from Это an было increasingly грубый isolated жест tin-pot по-детски. despot, a morally deranged authoritarian Абсолютно who was at that very морально moment clinging desperately разлагающий onto political power понятие о морали in во the face of власти international sanctions and a перед rising лицом международных chorus of санкций international condemnation. и международного No проклятия. amount of synthetic defiance can hide the truth which has been Они revealed строят целую by this систему inquiry. по разрушению The правды. evidence has demonstrated step by painstaking step that Putin Расследование and his показало personal cabal один болезненный шаг за болезненным шагом, проделывая, organized crime. что это является убийство результатом организованного преступной группировки, деятельности преступной группировки. Was murdered for that reason. After years of negotiation and appeasement, the world has lost patience now with Мир Mr. теперь Putin's теряет judo терпение. politics and his cringing hard man photo opportunities. He is increasingly seen as a dangerous international menace, corrupt, vindictive and lethal, badly advised, lacking in political judgment. Мы видим со стороны государства отсутствие политической воли, разложения, and to Russia itself. и это пятно на репутации России. Should be seen for what it is, a crude attempt to Надо intimidate смотреть an на здесь России independent как judicial inquiry. грубое нарушение и вмешательство в ход расследования. That sort of posturing was, of course, never going to change the course of anything. Конечно, это не изменит хода того, что in происходит здесь. influencing anything other than perhaps the most supine elements of Russian domestic opinion. But it И did обращено serve to прежде всего на underline внутренние аудитории just в how России. close the relationship was and still is between Mr. Putin
and his two political assassins. И лишний раз доказывает связь между президентом Путиным и двумя политическими убийствами. Вот такая невероятно резкая речь, адресованная уже напрямую российскому президенту. Интересно, какова будет реакция российского руководства на эти прямые обвинения из зала Лондонского суда.